Привет! В этом видео вас ждет Канкун, и я вам расскажу, как мы добирались, как вообще сейчас во время пандемии можно туда попасть, как мы жили, где мы тренировались, какие пляжи мы посетили и экскурсии. Будет очень насыщенно, так что оставайтесь и смотрите это видео до конца. Наша поездка началась с того момента, как мы вызвали Uber. Очень долго его ждали, но в итоге добрались до аэропорта. На security-чеке было достаточно много народа, чему я была удивлена, так как аэропорт Лос-Анджелеса большой. Мы только что прошли security check, и просто посмотрите, сколько народу за мной сзади. Там никакой дистанции никто не соблюдает. Просто там все стоят так близко друг к другу. Просто создают видимость, что что-то происходит, дистанция, меры предосторожности, нифига нет. Вот, а потом аэропорт выглядит вот так. Пустота. Тут побольше человек. Все кафешки, все магазины, все закрыто. Мы не завтракали, голодные, пытаемся что-то найти. Я решила выглянуть в окно просто в самый нужный момент. Вы только посмотрите на эти краски. Такой голубой цвет неба и море сливается. Красота. Короче, первое разочарование Канкуна — это то, что здесь убили Uber. И только местные таксисты, местная мафия. И ты выходишь из аэропорта, сразу на тебя накидываются, предлагают такси. Куча народу, все не знают, что делать. Мы искали какие-то другие аппликации, но здесь ничего не работает. В итоге пришлось за $50 взять обычного таксиста. Что делать? Во-первых, почему мы здесь? Мы можем находиться в США только 90 дней по правилам нашей визы. Так как мы прилетели 22 января, а находиться нам надо почти до самого конца апреля, то этих 90 дней нам не хватает. И мы решили 10 дней сэкономить, в то время, когда у Тины будут пары турниров в студенческой лиге. И на эти 10 дней приехать сюда, также тренироваться и чуть-чуть отдохнуть. И у нас будет минус 10 дней, и мы сможем дольше побыть в США в апреле. Итак, рум-тур. Во-первых, наш ключик лежал с котиком вот тут, и эта коробочка открылась, и там был ключ. Я такое видела в интернете. И вот наша комната. Такая тяжелая дверь. Не зашла. Мини-кухня. Еще не смотрела, что тут есть. Микроволновка, холодильник, плита. Ничего особенного. Свет. Душ. Привет. Раковина. Душ. Туалет. И комната. Спасибо тем, кто голосовал в моем инстаграме, помогал выбирать. Панорамные окна. Маленькая, но в принципе кровать есть, столик есть, балкончик. Собачки лают вон там. Внизу видно маленький бассейн. Чтобы так зайти поплавать, хорошо. Вообще очень тепло. Как мы добрались? Во-первых, в Канкун сейчас по правилам ковида можно просто приехать. Не нужны никакие тесты. По приезду не нужно проходить никакой карантин. Это из США, где достаточно много случаев ковида. И мы просто сели в самолет и прилетели в Канкун. Без каких-то либо ограничений мы вышли, нам поставили печать в паспорте. Если у вас Шенген или виза США, вы можете без каких-либо проблем сюда попасть. И единственное ограничение, которое на данный момент есть в Канкуне, это то, что везде надо ходить в масках, даже на улице. Ну, на пляже, мне кажется, не надо. По крайней мере, никто не соблюдает. Мы приехали на наш первый пляж. Здесь можно видеть, что очень много семей с местными, с детьми.
и он очень хорошо, этот пляж подходит для отдыха с детьми. Здесь нету волн, голубое море, мягкий белый песок. На этом же пляже мы сразу увидели очень даже неплохое поле для пляжного волейбола. Там даже пару человек пыталась играть. Но вообще мы только что ехали с таксистом в итоге в Убере. И мы поняли то, что у них, значит, аэропорт считается федеральной собственностью, и туда Uber не пускает. И водитель Убера попросил даже одного из нас сесть вперед, чтобы полиция не поняла, что он Uber, потому что они все, значит, коррумпированные, все на взятках живут из-за того, что обычные таксисты — это все мафия. И бывало даже такое, что обычные таксисты избивали тех, кто работает в Убере, что быть таксистом Убера — это небезопасно. Такая вот лагуна. Яхта проплывает. Говорят, что здесь водятся крокодилы. Вообще купаться нельзя. Пару человек в год съедают. Мы нашли какой-то местный маленький рынок. Я так понимаю, он для туристов, не знаю на самом деле. Он буквально находится в 200 метров от нашего жилья. И здесь очень такое милое веганское место. Много растений. Я так понимаю, это игровая площадка. И сейчас посмотрим, что там они продают. Атмосферненько. Приехали на еще один местный пляж. Не ожидали опять же столько народу. Пойдем искать что-то, где намного пустее. На самом деле такого я не ожидала. Очень много народу. Здесь же стоят какие-то лодки. Пахнет каким-то бензином, мусор, все едят, много пьяных. Такой культурный шок, это капец у нас сегодня. Во-первых, не могли найти магазин, где можно купить симку. Наша eSIM здесь вообще не работает. Приехали на еще один пляж, и просто Миша говорит, теперь я понял, что значит визе. Просто столько народу, и просто и мусор, и водоросли, и лодки, и все сидят, едят, а мне притолкнуться. Не знаю, передает ли камера этот цвет, но он просто шикарный, просто невероятный. И сейчас поедем проверять, как вообще здесь выглядят корты. Пустят ли нас туда вообще, или надо их резервировать заранее. Сколько это будет стоить? Я очень надеюсь, что нас, конечно же, не выгонят оттуда. То, что мы приедем, мы сможем нормально потренироваться. Мы сразу взяли все необходимое. И по плану сегодня физические тесты и волейбол. Ну, вот так вот выглядят поля в Канкуне на базе спортсменов. Не знаю, вот там какой-то стадион, там есть футбольное поле. И вот такая круга, вот там вот дорога. Кусочек беленький, сетки, правда, совсем не профессиональные, и антенн нет, ну ладно. Мы нашли качалку поблизости. Так как мы живем в центре, у нас был большой выбор, но найти хороший тренажерный зал достаточно тяжело. Здесь было много тренажеров, в принципе, есть все веса, и тренироваться можно без масок. Этот зал принадлежит какому-то бодибилдеру.
Здесь очень много фото разных спортсменов с автографами. И мы узнали, что хозяина зовут Альфредо. А вот это 6- или 7-кратный чемпион мистер Олимпия. А еще а вот этот тренер, он самый популярный тренер по бодибилдингу в США и вообще в мире. Он подготовил кучу звезд таких, как Фил. Короче, это нереально крутые чуваки, прям вообще, прям звезды бодибилдинга в мире. Общественный транспорт стоит 12 песо, и это где-то 50 центов. Добраться до любого пляжа очень просто и быстро достаточно. Нам надо было ехать до ближайшего пляжа где-то 10 минут, но расписания в Гугле, к сожалению, нету. Кстати, живем мы вот в такой округе. Не очень шумная улица, машин не очень много здесь. Нам вот это место очень нравится. Не в Эпоке, а Чече рядом. И там же наверху был этот местный рынок. И мы живем вот туда, надо подниматься. В наш последний день в Канкуне мы решили, что надо узнать что-то новое. И поехали на экскурсию в Тулум, там, где раньше жили племена майя. Это их деревня, и вот такой у них был вид. Шикарный, правда? Здесь это был портовый город, и сюда приходили корабли. Город делился на две части, и во внутренней части жило 30 семей. Мы приехали на пирамиды Чичи-Итза. Вот, главная достопримечательность. Мне всегда казалось, что это находится где-то в джунглях, а это на самом деле просто какое-то поле. Здесь жара плюс 40. Тяжко. Тут, наверное, играли в футбол. Ми, ты согласен? Тут в футбол играли. Нет. Да по-любому. Сейчас мы уже находимся в этнопарке, где у нас был обед. Мясо готовили по традиционному рецепту, то есть в земле закопаны угли, и там мясо тушится. Вот сейчас подняли крышку, и видно, что там угли, мясо, которое накрыто банановыми листьями. Вообще, это место мне понравилось больше всего, так что я всем рекомендую туда поехать. Туристам здесь показывают что-то типа мини-шоу, то есть вот такие индейцы майя показывают и рассказывают о культуре майя. Здесь мне на руке рисуют какой-то специальный знак. У меня вообще нет никаких догадок, что это значит. Ну ладно. Помните, на пирамидах Чичи-Итза я предположила, что это поле для игры в футбол. Так вот, это было поле для игры в мяч. Мяч этот был из каучука, он был от 2 аж до 5 килограмм. И это было похоже на волейбол, потому что нужно было отбивать локтями, плечом, бедрами, коленом. Так, это сенот с пресной водой. Глубина от 2 до 5 метров. На этом история о Канкуне заканчивается, но продолжение еще будет. Так что оставайтесь со мной, пишите в комментариях, понравился ли вам Канкун, понравилось ли вам цвет воды в море, так же, как и мне. И увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал. Пока!